Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Нефтяные доходы России сокращаются до двухлетнего минимума. Бюджет в июне недополучил 498 миллиардов рублей. Александр, что такое происходит? Рубль растет, все хорошо, санкции нам не помеха. Вот там вы постоянно опровергаете, что там снижение покупок не происходит, лишь сезонный факт, а бюджет недополучает денег. Это как? Давайте еще усугубим данное заявление и отметим, что по последним оценкам Министерства финансов нефтегазовые доходы бюджета сократятся примерно на 2,6 триллиона рублей относительно прогнозных показателей. То есть были прогнозные показатели, исходя из которых верстался бюджет, исходя из которых, собственно говоря, предполагалось, сколько будет собрано денег. Но да, действительно, более 400 миллиардов рублей было собрано в июне. Вот. И это мало. Это заметно меньше, чем на ту же дату прошлого года. Ну и в целом сейчас по итогам первого полугодия было собрано порядка 4,7 триллиона рублей, если мы берем весь этот период с января по июнь. Почему так? Собственно говоря, предпосылки две. Они же были одна из них была озвучена вот буквально только-только, а именно рубль растет. Этот коварный рубль укрепился до уровней, которые выше тех уровней, которые предполагались Минфином, когда верстался бюджет. И нефть оказывается дешевле. То есть, если пересчитывать сейчас цену нефти в рубли, то мы получим что-то порядка 5000 рублей за баррель. Прям примерно. 5000 рублей за баррель, притом это не совсем речь о российской нефти, потому что российская нефть, она все-таки разная, но об этом чуть позже подробнее скажу. Но так, в целом, если взять, округлить, получим 5000. Предполагалось больше. Предполагалось заметно больше, притом это больше базировалось и на более высоких показателях цены нефти марки Brent, и зависящей от нее цены нефти марки Urals. И, кроме того, предполагалось, что рубль будет слабее в 2025 году. То есть предполагалось, что он будет, где-то так рублей на 10, да более чем на 10 рублей слабее, чем то, что мы наблюдаем сегодня. Как результат, доходы бюджета сокращаются. Собственно говоря, тут нужно понимать, что нефтегазовые доходы – это довольно условное понятие, потому как это понятие объединяет довольно ограниченное количество специфических налогов. А именно, налог на добычу полезных ископаемых на нефть, налог на добычу полезных ископаемых на газ, вывозные таможенные пошлины. Правда, в первую очередь вывозные таможенные пошлины на газ, потому что с 1 января 2024 года вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты перестали действовать. Там вы можете увидеть в данных Министерства финансов какие-то отличные от нуля показатели, но по большому счету мы можем этими показателями пренебречь. Тем более, что некоторые из этих показателей буквально отрицательные. Вот. Кроме того, в нефтегазовых доходах учитываются различные специфические же налоговые вычеты. Так, например, учитывается налоговый вычет, который все знают под названием демпфирующая надбавка. Собственно, демпфирующая надбавка – это налоговый вычет, который зависит от, по большому счету, разницы котировок 92-го бензина и дизельного топлива в Роттердаме, выраженных в долларах США и с учетом курса рубля к доллару, и котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. То есть, если мы сравниваем одно и другое, вот мы можем прикинуть, каковы будут котировки. Собственно, когда падает цена нефти, когда укрепляется рубль, тогда снижается и демпфирующая надбавка. Тогда демпфирующая надбавка, вот этот налоговый вычет тоже снижается. Обычно говорят о том, что демпфирующая надбавка нужна, чтобы нефтяники не вывозили все топливо за рубеж, но позвольте. А зачем тогда вводить запреты на экспорт? И зачем тогда выплачивать демпфирующую надбавку, если у вас действуют запреты на экспорт? Да, разумеется, эти запреты не распространяются на производителей. Сейчас, если вдруг кто пропустил, действует запрет на экспорт автобензинов, и этот запрет не действует на производителей. Точнее, на производителей, объем переработки у которых более 1 миллиона тонн.
в год. Вот. И тут можно, конечно, возразить, что, ну, позвольте, что запрет-то не полный, вот нефтяники-то могут вывозить. Ну, хорошо, а когда был полный запрет? У нас же бывали за последние пару лет ситуации, когда вводились полные запреты на либо вообще на вывоз моторных топлив, либо на отдельные позиции по моторным топливам. Ну вот, пожалуйста. Тогда был полный запрет. Зачем выплачивали демпфирующую надбавку? Почему? Если только благодаря этой надбавки не вывозятся бензины, потому что она вообще служит не для того, чтобы бензины или дизельное топливо не вывозились. Ее назначение немножко другое, по крайней мере, если мы посмотрим на ту систему, которая формировалась с второй половины 2018 года, налоговую систему, которая формировалась со второй половины 2018 года в России. Ну, вдруг кто-то пропустил, но у нас во второй половине 2018 года, прям летом еще, были утверждены параметры финального витка большого налогового маневра, согласно которым нужно было поднимать ставку налога на добычу полезных ископаемых, на нефть, и при этом постепенно сокращать вывозную таможенную пошлину. Собственно говоря, до 2024 года вывозная таможенная пошлина снижалась, пока не стала равняться нулю. Вот сейчас она равняется нулю, ставка налога на добычу полезных ископаемых выросла, сам налог на добычу полезных ископаемых тоже растет, и об этом сейчас я скажу. Вот, и, ну, казалось бы, и хорошо, ну вот, они все изменили, причем тут демпфирующая надбавка, а при том, что это чудесная идея, которая была воплощена, которая была принята и заработала с 1 января 2019 года, то есть в 2018 году приняли, утвердили вот эти поправки к налоговому кодексу, обозначили путь их внедрения, а только с 1 января 2019 года их стали реализовывать. И тут, после того, как их приняли, заметили, что ой-ой-ой, мы же как бы принимаем этими налоговыми новациями сигналы, точнее, внедряем сигналы для отрасли, которые прямо противоположны тому, что мы внедряли с начала десятых годов. А именно, с начала десятых годов налоговая система стимулировала рост переработки, углубление переработки нефти, ну и насыщение внутреннего рынка. Так, например, налог там был акциз, например, в рамках вот этой налоговой системы, согласно которому чем лучше топливо вы производите, тем меньше акциза вы платите. То есть ставка акциза была меньше. То есть если у вас сначала там евро-3 и меньше, и ниже по экологическому классу, то вы платите больше денег с каждой тонны топлива. Потом туда же добавили евро-4, и надо было больше платить, чем тем, кто производил евро-5. То есть что стимулировало, в общем-то, переработку. А учитывая, что государство с 2011 года у нас стимулирует, собственно говоря, и обозначает вот эту программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов, ну, эта позиция была более чем адекватна. То есть вы углубляете переработку, вы улучшаете характеристики выпускаемых продуктов, в том числе моторного топлива, и какие-то налоговые преференции обеспечиваете для производителей этих продуктов, чтобы они как-то, чтобы компенсировать им те затраты, которые они понесут на то, чтобы углублять эту самую переработку. Это ведь не дешево. Там только к началу 20-х годов порядка 1,5 триллиона рублей были потрачены нашими нефтяниками только на установки вторичной переработки. То есть не на весь цикл модернизации нефтеперерабатывающих заводов, потому что там всякие биосферы вводились в эксплуатацию, то есть там комплексы очистных сооружений, а там различного рода еще модернизации проводились, какие-то установки выводились из эксплуатации, какие-то, наоборот, новые строились, там новые установки первичной переработки в том числе внедрялись, электрообессоливающие установки ставились, опять же, это без учета вторичной переработки. Но и на вторичную переработку, на новые установки вот 1,5 триллиона рублей были потрачены. Понятно, что это инвестиции, их надо как-то возвращать, чтобы они быстрее возвращались, вот налоговые режимы вводились. И тут нововведения с 2019 года заработавшие, по сути, дестимулировали рост переработки, хотя государство обозначало: ребята, надо переработку углублять, надо из того же количества нефти больше продуктов производить, полезных, без учета мазута. Если что, глубина переработки зависит от объема нефти, который заходит у вас на завод, объема нефтепродуктов, которые выходят с завода, минус потери, минус мазут. Вот, то есть вы вот эту массу, минус потери, минус мазут, делите на объем зашедшей нефти, ну и получаете глубину переработки. Это если вот прям очень просто это дело объяснить. Ну вот, то есть мазута надо производить меньше, там светлых нефтепродуктов, допустим, производить больше. Там какой-нибудь кокс, какие-нибудь эти самые
там электроды делать, ну, то есть вот что-то такое. То есть более глубоко, более интересные, более сложные продукты надо выпускать. А тут вы, по сути, говорите: ребята, мы снимаем таможенные, вывозные таможенные пошлины и увеличиваем налоговую нагрузку на добычу. Нет, Минфин это делал, исходя из представления о прекрасном, согласно которым, если вот такие изменения провести, то наполнение бюджета Российской Федерации станет менее зависимым от конъюнктуры на мировом рынке. Они подразумевали, что сколько вы вывозите, сколько вы завозите, вообще не важно. Важно, сколько вы добываете. И вот мы привязываем основное налоговое давление на вот эту самую нефтедобычу, а все остальное бог с ним. Вот мы оттуда снимаем и переносим акцент вот сюда. Таким образом стабилизируем наполнение бюджета. Ну, как показывает практика, все получилось. Собственно говоря, по-моему, тема нашего разговора как раз о том, как все получилось, как все здорово работает. Не так ли? Кто скажет, что не так, ну, я не знаю. Вы, наверное, исследования не читали, которые предшествовали вот этим изменениям в налоговом законодательстве. А там были исследования, там было прям масса всего интересного. Согласно этим исследованиям, ну, все должно было быть хорошо, да, все правильно делаете. Но где-то в промежутке между принятием этих окончательных решений об изменениях и самим началом этих изменений заметили, что ой-ой-ой, надо же все-таки как-то и переработку стимулировать. Ну, все-таки эта задача, она никуда не уходила, а это все еще дорого стоит, а в будущем, может, еще больше будет стоить. Поэтому давайте мы с этим что-то сделаем. А давайте мы какие-нибудь возвратные акцизы, давайте мы демпфирующую надбавку добавим. Плюс ко всему, в 2018 году заработало так называемые, заработали соглашение между нефтяниками и правительством Российской Федерации о сдерживании роста цен на автозаправках этих самых нефтяников в пределах годовой инфляции. А вдруг, чисто теоретически, вы в рамках этого сдерживания будете продавать свое топливо в минус. И кто сейчас скажет: да не может такого быть. Хорошо, не может такого быть. Я вам предлагаю сделать следующее. Взять 75 тысяч, разделить на 1200, посмотреть на результат и прикинуть, а можно ли было год назад продать 95-й бензин, который стоит, да, что это вы получили путем этого деления, вы получили, сколько стоит 75 тысяч, это пиковое значение, близкое к пиковому значению оптовая цена моторного топлива, в данном случае 95-го бензина. А если мы делим на 1200, мы получаем то же самое, только в рублях за литр. Так рубли за тонну, а так рубли за литр. Вот посмотрели на результат. Посмотрели, тут даже не надо мне как-то доверять, зашли на Росстат, посмотрели, сколько год назад стоило моторное топливо, и прикинули, а можно его в плюс продать или нет, учитывая, что в этом значении мы берем только биржевые котировки, а это без доставки, это без хранения и без там затрат, собственно говоря, на реализацию этих самых моторных топлив. Вот. То есть у нас бывали такие ситуации, когда биржевые котировки оказывались настолько высокими, что розничные цены оказывались ниже оптовых. Притом оказывались ниже оптовых настолько, что, по идее, розничные цены должны были быть на 10, на довольно продолжительный промежуток времени, а в отдельные промежутки времени на 15 рублей выше. Ну, вот такая неприятная ситуация. Чтобы такой ситуации избежать и поддержать вложение в нефтепереработку, вот в том числе добавили эту демпфирующую надбавку. Чем крепче рубль, чем дешевле нефть, тем дешевле нефтепродукты, в том числе дешевле в рублях. Ну и, соответственно, демпфирующая надбавка ниже. Вот. И в итоге мы получаем сейчас ситуацию, при которой налогов собирается меньше, потому что налоги у нас все еще в долларах. Они у нас зависят от долларов. Ну, сейчас они уже зависят не так сильно, как зависели раньше, но все еще зависят, правда, и зависят от долларов в фантастическом, несуществующем для нас рынке в Роттердаме и Аугуста, это на Сицилии. То есть 80% налога на добычу полезных ископаемых на нефть у нас зависит от несуществующего европейского рынка и 20% от нефти марки ВСТО в порту отправления. Собственно говоря, у нас разные сорта нефти идут на экспорт. Основной сорт – это Юралс, второй по величине – это ВСТО. У нас есть еще там Сокол, Витязь, который… Ну, ладно, в общем, Витязь, у нас есть Арка, то есть вот такие вот у нас сорта. Есть еще CPC, который смесь российской нефти и казахстанской. Есть еще Siberian Light, это вот наши экспортные сорта.
Но налог на добычу полезных ископаемых на нефть у нас теперь, после массы преобразований, которые идут последние 3 года, зависит на 80% от цены нефти марки Urals на несуществующем европейском рынке и от цены марки ВСТО на 20% на существующем рынке, но вот на Дальнем Востоке. И притом все это номинировано в долларах, и все это зависит от курса рубля к доллару. Соответственно, дело не просто в том, что нефть подешевела, а в том, что в нашей налоговой системе наши налоги на нашу добычу внутри страны считаются в зависимости от фантастического рынка Европы, которого не существует, по крайней мере, в этих географических точках, по которым идут подсчеты, и от существующей ВСТО. Это нефтяники притом настаивали на то, что, ребят, может, мы как бы налоговый кодекс познакомим с актуальной геополитической ситуацией. Ну, как бы мы не продаем в Европу, по крайней мере, не продаем в эти вот места, куда вы нас агитируете, ну, точнее, от которых вы считаете налоги, которые мы должны оплачивать. Может, мы как-то, ну, более актуальные рыночные показатели туда внесем? Внесли в СТО. Ну, вот, замечательно, большое спасибо. Вот. Но пока что на 80% это налоги, которые собираются, это фантастика. И последнее, что здесь стоит сказать, а при чем тут вот этот налог на добычу полезных ископаемых, почему я на этом сконцентрировался, почему я сконцентрировался на нефти, а потому что, дорогие друзья, 2/3, а в отдельные периоды времени 80% всех налогов, всех нефтегазовых налогов, которые поступают в казну, идут за счет налога на добычу полезных ископаемых на нефть. То есть это главный, это определяющий, это краеугольный просто-таки, как камень, это вот краеугольный такой налог, который лежит в основе всех этих нефтегазовых налогов. То есть если мы говорим про нефтегазовые налоги, мы по сути говорим про налог на добычу полезных ископаемых на нефть, а все остальное, оно уже, знаете, бонусом идет. Вот, а так как нефть подешевела, так как фантастически подсчитывается налог на эту самую нефть, так как он зависит от долларов, он зависит от рубля к доллару, ну вот мы получаем такой результат. Есть ли у государства возможности экстраординарного наполнения бюджета? Так, в завершении замечу. Да, есть. Оно продемонстрировало такие возможности еще в 2022 году. Я напомню, тогда «Газпром», ну, точнее, Совет директоров «Газпрома» в мае, если я правильно помню, 2022 года постановил, что надо выплатить дивиденды, а потом в ходе собрания акционеров постановил, что не надо выплачивать дивиденды, потому что к этому моменту на «Газпром» были наложены экстраординарные налоги, которые, для понимания масштабов, вот на выплату дивидендов должны были направить примерно, я округляю, 1 триллион 200 миллиардов рублей. Примерно половину этого объема половину этой суммы должно было получить государство. Но тут государство за 3 месяца с «Газпрома» в 2022 году постановило взять, ну, точнее, «Газпрому» постановило выплатить по 400 миллиардов. То есть государство вот всю ту сумму, которую надо было направить на дивиденды, вместо половины этой суммы взяло 100%. Плохо это? Нет. Ну, понятно, почему государство так поступило. Там были объективные проблемы с наполнением бюджета. И чисто теоретически, в том числе учитывая, что какие-то налоги некоторыми компаниями не были выплачены, я не буду тыкать пальцем, какими... Ой, прошу прощения, не налоги. Свят. Все налоги были выплачены. Все. Отменяем предыдущую фразу. Дивиденды некоторыми компаниями не были выплачены. Ну, чисто теоретически у государства есть возможность эти там примерно 600-700 миллиардов рублей, которые вот не были направлены на выплату дивидендов, получить в виде налогов, если государству это понадобится. Все-таки у нас нефтяные и газовые компании – это не то, что компании из других секторов, которым говорят: ребята, дайте больше налогов. Они говорят: ой, нам так сложно. Ой, сколько, триллион хотите? Не-не-не, у нас нет таких денег. Что вы? 300 миллиардов? Не, ну и столько у нас нету. Не-не-не, вы что? А как-то мы вам выплатим? Нашим нефтяникам и газовикам говорят: подоходный налог увеличить. Ну, хорошо, прошу прощения, не подоходный. Налог на прибыль увеличили. Хорошо, ну что делать? Будем выплачивать. НДПИ увеличили. Ну что делать? Будем выплачивать. Просто экстраординарные какие-то налоги ввели. Ну, что делать? Будем выплачивать. Это не то, что они такие хорошие. Это о специфическом взаимоотношении государства и российских нефтегазовых компаний с государственным участием. И эта структура взаимоотношений в текущей непростой ситуации дает свои крайне позитивные плоды. Потому что без этой специфической ситуации, ну, наверное, наш нефтегаз был бы в позиции наших угольщиков, которые, знаете, падают на лопатки и говорят: ой-ой-ой, нам так плохо, все, мы ничего не можем. Какие деньги заработаны в прежние годы? Ой, те
как это, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. Вот, а сейчас, извини, государство, не могло бы ты помочь. Вот почему-то нефтяникам, газовикам говорят, платите, и они платят. Вот, ну а сейчас, ну, видимо, государство посчитало, что каких-то экстраординарных налогов вводить смысла пока что не имеет. Ну, а в будущем и цены могут подняться, и рубль может обвалиться. Населению неприятно, если рубль обвалится, а казне большой плюс. На этом все. Александр, большое вам спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». На сегодня все. Всего хорошего.